Неделя учебы со мной в Канаде. Поехали! Это первый день моего влога про неделю учебы в Канаде. И что у нас сегодня на повестке дня в понедельник? У меня вечером в 6 часов будет тест по предмету, который называется «Отношения с профсоюзами». И мне сейчас нужно прочитать еще одну главу из учебника до теста, потому что всего нужно было изучить 4 главы к тесту. Я пока прочитала только 3. И вообще этот влог будет немного необычным. В нем не будет каких-то эстетичных завтраков, хотя завтраки я обычно очень люблю. И вообще моя рутина сейчас очень сильно отличается от того, как я обычно выстраиваю свой день. Потому что сейчас Рамадан, и я мусульманка. Если честно, я впервые об этом вот так открыто, публично заявляю в соцсетях, поэтому это своего рода coming out для меня в плане религии здесь. Но я держу пост, то есть ситуация немного осложняется тем, что от рассвета до заката я ничего не ем и ничего не пью. Получается, что тест начинается в 6 вечера, а разговляться, то есть завершать пост, сегодня можно около 7:15. Я надеюсь, что я быстро напишу этот тест, и что не буду сидеть в классе 2 часа, и что потом вовремя смогу поесть, попить и завершить пост. Итак, у меня есть 3 часа до того, как мне нужно выезжать в колледж, так что study hard. Ваши ставки, господа. Прекратится ли этот снегопад, когда мне нужно будет выходить на улицу? У меня автобус через полчаса. Вот аудитория, где до сих пор идет тест. Мне хватило часа, чтобы написать тест, и я думаю, что я справилась неплохо. Оценки мы узнаем позже. Кстати, интересно то, что этот тест был на компьютере, но он был не онлайн, а в классе. Обычно нам всегда дают письменные тесты на бумаге, но по этому предмету нас всегда просят делать тесты на компьютере. Так, я в столовой, сейчас буду ужинать. А вот тут можно выбрать себе разные салаты. Там еще готовят пиццу, бургеры. Есть разные холодные закуски, сэндвичи, напитки. Вот такой у меня сегодня ужин. Вместе с десертом это стоило $20. Хотела поделиться, что я пару часов назад вернулась из колледжа, немного отдохнула. Ну как отдохнула? Это был фиктивный отдых, потому что я на самом деле залипла в YouTube, потом на сайте с косметикой. В общем, тем не менее, мне нужно продолжать учиться, потому что завтра в обед у меня еще один экзамен. А сейчас почти полночь. То есть у меня примерно есть 12 часов до экзамена. И я пока вообще не начинала к нему готовиться. Но экзамен должен быть несложным, потому что преподаватель сказал, что нам нужно в первую очередь обратить внимание на презентации, которые он готовил к занятиям, и на информацию на слайдах, а читать учебник только если что-то непонятно из слайдов. И он очень четко объяснил структуру экзамена. Я думаю, что в принципе я справлюсь. Просто ближайший сейчас 3 часа я буду усердно изучать эти презентации. А завтра проснусь, и нужно будет сразу же собираться и ехать на экзамен.
хотела с вами поделиться, что я сдала экзамен, но, если честно, я поняла, что я была очень плохо к нему подготовлена, поэтому высоких результатов не ожидаю, но я рада, что это уже позади. А сейчас у нас будет встреча с моей командой, с которой мы работаем над групповыми проектами, и мы с девочками будем обсуждать проект, который нам нужно сдать в этот четверг по предмету Total Rewards. Total Rewards — это, получается, компенсация и оплата персонала. И мы работаем над вторым групповым проектом в этом семестре по этому предмету. Все, закончилась моя пара по компенсации персонала. Сегодня мы обсуждали, как устанавливать оплату тем, кто занимает ведущие позиции в компаниях, например, CEO, различные директора. И мы еще обсуждали вообще, насколько этично то, что некоторые директора в корпорациях, они получают огромные зарплаты, которые в сотни раз выше, чем у рядовых сотрудников. Если честно, я безумно устала. Всегда по вторникам я целый день в колледже, потому что сначала у меня идет пара в 12 дня по информационным системам в HR, но сейчас вот, кстати, сегодня был экзамен, все, у нас этот курс закончился, больше этих пар по вторникам не будет до конца семестра. Потом у нас всегда обычно встреча с командой на несколько часов, где мы обсуждаем разные групповые проекты. И потом вот эта пара, на которой я была сейчас, по компенсации персонала с 5 вечера до 7 вечера. Но сейчас, например, 6:30, и у нас уже закончилось занятие. Обычно пары здесь длятся 2 часа, но не всегда. Иногда, если преподаватели объясняют материал меньше, чем за 2 часа, то они никого не держат в аудитории, ты можешь спокойно уйти, и они сами уходят. Да, погода у нас, конечно, огонь. Вчера шел снег, сегодня идет снег. А ведь середина марта на дворе. И очень хочется весны, но, видимо, придется еще подождать. Последние пару дней, как вы видели, было очень темно, холодно, у нас шел снег. Даже сегодня ночью было -12. Так что я очень рада солнышку. Кстати, на улице вроде бы солнечно, но прогноз говорит, что сейчас -5 и очень ветрено. Is the hourly rate? Yes. What's the rationale behind it? Outsource this training. Then you can say, okay, I will outsource this training, but based on the data that I have collected, this training we can compare them to another non-trained people. The non-trained people are the control group. Сегодня у меня было занятие вечером с 6 до 8 вечера по предмету развития и обучения персонала. Но на самом деле, опять же, пара заняла чуть меньше 2 часов. И за пару часов до занятия мы собирались с девочками, чтобы обсудить еще один групповой проект, который тоже скоро нужно сдавать. У нас дедлайн следующий понедельник, и это проект по работе с профсоюзами. Нам нужно будет через 2 недели разыграть сценку,
где один из профсоюзов и менеджмент компаний, они стараются договориться об условиях, которые пойдут в их общий коллективный договор. И нам нужно будет составить сценарий, сыграть эту сценку через 2 недели, но в понедельник нам нужно сдать отчет по этому сценарию, где мы опишем, что мы будем обсуждать, какие требования будут у каждой из сторон, почему они выдвигают определенные требования, как на какие-то требования будет отвечать другая сторона, к чему в итоге они придут. То есть на самом деле задание такое довольно объемное, и сегодня мы как раз с девочками обсуждали, как каждая сторона будет реагировать на требования другой стороны и в итоге к какому соглашению они могут прийти. И сегодня ифтар был как раз почти в середине моего занятия. Я решила остаться в колледже чуть-чуть подольше, чтобы поесть, и сейчас поеду домой. Но мой учебный день на этом не заканчивается. После того, как я вернусь домой, мне нужно будет заниматься сборкой проекта, который мы с командой сдаем завтра по компенсации персонала. И я в этот раз ответственная за форматирование финального документа и за загрузку этого документа на учебную платформу. Дедлайн у нас завтра вечером, но, конечно же, я не хочу все откладывать до последнего момента, поэтому начну складывать разные кусочки, над которыми мы с девочками работали отдельно, в один файл сегодня вечером. Увидимся завтра. Собрала проект по компенсации персонала, над которым мы с девочками работали в один файл. Сейчас сделаю финальную вычетку, дам девочкам почитать, и потом можно будет загружать документ на платформу. У нас примерно через час будет ифтар, и я решила сходить на короткую прогулку, чтобы купить себе что-то вкусненькое к чаю на вечер и подышать свежим воздухом. Какие у меня планы сегодня на вечер после ифтара? Мне нужно работать над своей частью проекта, который нам с командой нужно сдать в понедельник по отношениям с профсоюзами. И мы с девочками договорились, что завтра у нас будет онлайн-встреча, где мы сверимся друг с другом, посмотрим, какой у кого прогресс. И получается, что как раз сегодня вечером мне нужно усердно над этим работать. Так что, как вы видите, даже несмотря на то, что у меня нет в ближайшие дни занятий, все равно есть чем заняться по учебе, ты постоянно что-то читаешь, постоянно работаешь над какими-то проектами, потому что у тебя идет один дедлайн за другим. Так что скучать не приходится. Вот что у меня на ифтар сегодня. Рис, креветки в имбирно-медовом соусе с овощами. Hey guys. But now they're trying to streamline it, so that makes it like a smoother process for everybody, which also means, you know, more time is actually going to be spent like dealing with patients. И этими кадрами я заканчиваю этот влог. В пятницу и в субботу я снимала очень мало, а в воскресенье у меня был выходной и отдых от учебы. Надеюсь, это видео вам понравилось. Подписывайтесь на канал, если вам интересно узнавать больше про жизнь в Канаде и про учебу в этой стране. Остаемся на связи. Пока-пока!